Всем привет! Начинаем стрим, день 7. Итак, мы остановились. Как обычно, самый главный вопрос теперь. Ну, я-то уже помню, на чем мы остановились. Ну, в общем, суть в чем. У нас там передача была этого самого информации, то, что часть выполнялась, часть не выполнялась. Я уже прочитал, вроде что-то понял, но ничего не понял. Сейчас будем разбираться. Какова суть а, данного? Что у нас сервер, то есть первый сервер, вот клиент, что-то сервер спавнит или клиент спавнит, и у нас часть вот этого, допустим, радиус не применился, а та применилась, хотя они друг друга типа вызывали, вот эта вот вся история происходила. И что и как. Задал я этот вопрос товарищу Гиминаю и получил ответ. Давайте я его зачитаю. Краткий ответ. В сетевой игре Unreal Engine всем заправляет сервер. Клиент — это просто глупые терминалы, которые показывают то, что им говорит сервер. Function сервер — это просьба от клиента к серверу что-то сделать, выполняется только на сервере. И function net multicast — это приказ от сервера всем клиентам и себе что-то сделать, выполняется на сервере и на клиентах. То есть я изначально подумал, что есть третий объект, но вот не могу я еще привыкнуть к тому. Мне нужен третий объект, именно сервер. Э, Но тут буквально тот игрок, который первый будет, так как у нас peer-to-peer идет, он буквально идет тот, который вот он и есть сервер. То есть нет никакого третьего, вот он и есть, типа этим самым. То есть все, что он не сделает, это уже является то, что сделал сервер, получается, или что-то типа такого. А до остального нужно донести, то есть вот, с помощью вот этого net мультикаста. Пошаговый разбор пошел. Давай представим, что у нас есть сервер и один клиент. Давай, шаг первый. Spawn куб вызывается вызов с клиента исполнения на сервере. Клиент-игрок нажимает кнопку «Твой билдер AS», который принадлежит плеер-контроллер клиента, вызывает spawn куб. Да, совершенно верно. Сеть. Так как функция помечена как function server reliable, вызов улетает по сети на сервер. На клиенте выполнение этой логики останавливается. Вот. То есть, если мы вызовем, получается, что-то вот здесь вот, какую-то, ну, спаун, понятно, он и там происходит, но какую-то, я не знаю, чего думать, кроме спауна, чтобы там и там было. Ну, в общем, если мы что-то нажмем кнопку и у нас произойдет на сервер, мы отправим, то логика произойдет на сервере. Если мы хотим какой-то результат получить, то он должен будет вызвать метод, который, ну, то есть он там обработает что-то, и он должен будет вот этот net multicast вызвать, чтобы разослать всем, ну, то есть вернуть условно обратно всю эту фишечку. Дальше сервер получает вызов и запускает spawn kube implementation. Весь код внутри этой функции выполняется исключительно на сервере. Сервер выполняет get world spawn actor master, ну, короче, spawn actor наш, магия репликации. Поскольку at tower master — это реплицируемый актор, у него должен быть replicated true, ну, это понятно. Сервер автоматически отправляет всем клиентам команду «Создай у себя копию прокси этого актора каких-то координатах. Ну, мы задали в каких-то. Клиент получает команду и создает у себя пустышку. А Tower Master — это пока просто моделька без какой-либо логики. Угу. Результат шага 1. На сервере и на клиенте теперь есть объект башни, но настоящая главная башня на сервере. То есть у нас получается что? Получается следующее. Мы когда нажали, создалась на серваке эта штука, а нам сюда отслали копию. Вот, без логики, что значит без логики? Моделька без какой-либо логики. Если это актор, он может быть без логики.
Без логики. Шаг 2. Init Tower. Вызов на сервер, выполнение на сервере. Сервер сразу после спавна башни, все еще спавн куб implementation, сервер вызывает Tower Init Tower. Сервер, поскольку Tower это объект на сервере, вызов Init Tower приводит к выполнению Init Tower Implementation только на сервере. Метка и function сервер reliable здесь по сути ничего не меняет. То есть это у нас Init Tower, вот этот вот сервер Implementation не влияет, потому что он у нас вызывается вот здесь. Типа уже в сервере. Давайте проверим. Давайте пошагово все проверим и все четко, все, чтобы было красиво и замечательно. И замечательно. Вот это вот мы берем. Ну, я думаю, пока и function оставим, или нет. Ладно, давайте и function уберем, чтобы лишнее макросы не плодить. Ну, оставим закомментированным просто. И посмотрим. И посмотрим, как, чего, куда, зачем, почему. Payload. Потому что init Tower у нас получается этот Tower. Тот Tower, вот этот Tower. Вот эта часть у нас получается. Да, F5 почему-то отвалился. Я не знаю, кстати, самое интересное, что вот в этой версии, хотя версии самой визуалки одинаковые, но когда я в другом проекте, этот не пишет мне вот эти все смайлики при передвижении. Это, во-первых. Во-вторых, F5 работает. Здесь перестал работать. Магия. Люблю магию. Делаем клик. Ну и у нас та же самая история. Да, это лишнее. Хорошо. Медление приводит к выполнению. На сервере метка по сути ничего не меняет, так как вызов так уже происходит на сервере. Что происходит на сервере? Тавер D присваивается. Применяется геймплей эффект. Gasp сам позаботится о репликации атрибутов на клиенты. Здорово. Это где у меня? Этим занимается. Это вот эта вот часть. Сейчас вот этой части говорит. Init Tower. Дальше Tower Radius Component Sphere. Радиус сферы меняется только на сервере. Только на сервере меняется. Таймер запускается только на сервере. То есть вот эту часть, по всей видимости, нужно переносить, делать метод, который будет запускаться и там, и там. То есть у нас как раз-таки вот такая вот фигня должна. То есть он-то должен выполнить. Так, что происходит на клиенте? Сейчас дочитаю вот это. Ничего. Его копия башни все еще пустая. У нее Tower D равен 0 поинтеру. Радиус сферы дефолтный. Никакой таймер не запущен. Tower D равен 0 поинтеру. Здорово. Великолепно. То есть помимо этого нам нужно еще и запустить каким-то образом присвоение Tower D. Я в офиге. Ну тогда проще всего вот этот init Tower сделать, чтобы он выполнялся и там, и там. Вот и все. Просто init Tower мы сейчас делаем тем самым мульти-мульти, и все. Мою function возвращаем, здесь implementation возвращаем, и мы или implementation возвращаем, и вот здесь мульти что? Это класс. Хорошо.
сделали. Сейчас. Оп. Будем сейчас очень много перезапускаться. Ну, а как? Да. Так, ну все, ему полегчало. F5 опять не работает. Я не знаю, что там ему надо. О, вероятнее всего, есть какая-то кнопочка. Знаете, чтобы F5 снова заработал. Мне она неведома, поэтому... Ёжик, я вспомнил кое-что. Вот это надо подключать. Сильное шумоподавление там было. Так, давай запускай. Play. Мы ставим его. Вот, он все применил. Вот оно счастье. То есть мы, получается, так как спавним только на сервере, то есть у нас вот этот вот спаун пошел на сервере, она существует метод только на сервере спаун. Соответственно, тот, кто спавнит, вот этот implementation, builder AS, компонент, вот этот спаун куб, да, он выполняется метод на сервере. Он пошел. То есть он собрал всю эту информацию и отправил его, ну, короче, создал его. Вот и запустил init tower. А вот уже init tower, у нее, короче, нужно, чтобы у всех запустилась инициализация. То есть у каждого из этого и на сервере, то есть у нашего первого плеера, и на клиенте. Вот. Хорошо. Есть контакт. Шаг 3. Spawn Projectile. Таймер на сервере. Исполнение на сервере. Сервер. Приходит время срабатывания таймера. Таймер вызывает Spawn Projectile. Это функция не RPC. Она выполняется локально, только на сервере. Но случайно это не из-за того, что таймер запустился не на сервере. То есть, слушайте, у меня вопрос. Башен будет много. Таймеров будет тоже очень много. Подожди, таймеры-то, они же только когда атакуют, толку от того, что башен много. Они-то, когда зашли к ним, они запустили вот этот таймер, а когда нет, он очистил таймер. То есть у него не будет миллион таймеров бесконечно существовать. Мы же не каждый таймер делаем, чтобы он там проверку делал. Мы будем их очищать туда-сюда. С другой стороны, очищать их туда-сюда. А не то, что почищать так много их придется. Потому что если в первой башне стоит, мобы-то пошли. И вот он таймер включил, и все. А последней башне зачем сейчас таймер? Правильно? Ну, то есть у нас есть линия, да, у нас мобы отсюда идут. Включилась таймер у башенки, и она их там и шлепает. А последние-то еще не дошли, зачем вам таймер, поэтому мне он включить. Так вот, то, что вот этот спаун projectile, он вызывает... Где он здесь у меня? Вот он, спаун projectile, он вообще никакой. Но он все равно его выполняет, потому что он выполняет его везде. Ну, везде выполняет, так как сам таймер был запущен на сервере. Что? Сервер, еще раз, шаг 3. Spawn Projectile. Таймер на сервере, исполнение на сервере. Сервер приходит время срабатывания таймера, вызывает Spawn Projectile. Эта функция не RPC, она вызывается локально, только на сервере. Выполняет Get World, Spawn Actor, Projectile Master. Магия репликации точно так же, как и у башен. Сервер командует клиентам создать у себя копию этого проджектайла. Клиент создает у себя пустышку. То есть вот это приведет к тому, что у них тут будет 2? Или как это будет работать?
Знаете, что надо сделать? Надо вот этого спаун проджектайла сейчас, знаете, что сделать? Print string хочу сделать, очень сильно хочу сделать print string. Projectile master тестовый. Ну, давай вот здесь на begin play ты сделаешь print string. Смотрим, сколько раз ты пишешься. Все, вот он пустой, мы делаем спаун. Бац-бац, бац-бац. То есть по одному разу и там, все правильно. Надо ему рейт поставить какой-то поменьше. Форрейт точка 5. Не, подождите, наоборот, быстрее будет 2. Бац. Давай, полетел. Hello написал. Здорово. То есть у нас вначале клиент-сервер. Сервер-клиент. Еще вначале сервер. Ну, неважно. То есть вот он по одному разу спавнит и там, и там. Все хорошо. Но я не очень понял, почему все хорошо. Суть здесь того, что мы записали вот эту вот и там, у нас таймер и там должен сработать. Если таймер и там срабатывает, это означает, что 2 спауна должно быть, потому что спаун у нас же как бы реплицируется, правильно? То есть первый сервер заспавнил, и этот заспавнил, клиент. Клиент отослал туда, что нужно тоже заспавнить, и сервер отослал туда, что нужно заспавнить. То 4 должно быть. 2 клиента и 2 сервера, а в итоге 1 сервер. Блин, вот это вот люблю, когда оно работает, а почему оно работает, непонятно. Почему оно работает, непонятно. Так, хорошо, таймер на сервис, исполнение на сервис, выполняйте магия бригады, точно так создайте себе пустышку, в клиенте появится объект проджектайла. Ага. Делает и то, и то. У меня тогда вопрос по поводу этого. Сейчас и нет проджектайла. Что если мы вот этого вот spawn projectile сделаем uFunction только на сервере, что происходило? Spawn projectile только на сервере. Сервер тогда вообще обалдеет. Хотя ему и так передается эта инфа. uFunction. Мы сделаем uFunction. Давайте сервер. Сервер reliable. Вот такую вот вещь сделаем. И посмотрим сейчас лайфкодинг, как справится, нет. Смотрим на лайфкодинг. Лайфкодинг. Потому что implementation я не ввел точно. Имплементацион. Ну, давай еще разочек смотрим. Так, success. Success это хорошо. И... Так, ну оно работает. Только теперь я понимаю, почему. Так именно, потому что он только на сервере спаун идет. А там я тогда вообще не понимаю. Если мы не делаем, хотя... Так, а он стреляет вот этими красными. Это потому что он подтянул или потому что у нас здесь
указано. А у нас здесь ничего не указано. Это хорошо. Да, пусто. Это уже хорошо, это замечательно. Ладно, 2 пусть будет. Закрыть, закрыть. Ту-туру-ту-ту. Я ничего не понимаю. Почему и там работает? То есть его и спаун, и инициализация работает. А, подожди, инициализация работает. Может, инициализация как раз-таки init projectile. Логично, что она работает. Projectile Master, логично, что она работает. Projectile Master, логично, что она работает. А ну давай я тебе закомментирую, товарищ. И function. И вот это вот тоже как-то можно тебе закомментировать? Звездочку, пожалуйста. Ну, давай, лайфкодинг. Так, ну Hello написал. То есть он его заспавнил. То есть все у нас окей, но именно он его не инициализировал. То есть он там пустой. Инициализация в данном случае произошла только на сервере. Я не понимаю, почему только на сервере. Если таймер мы запустили и там, и там. И сам вызов мы-то делаем сейчас сервер. Вот. Сам вызов метода вот этого мы уже делаем на этом. Ну, короче, то есть он должен быть инициализацией все. Они должны быть и там происходить. Там и там. Ментатион. Мастер, тавер, мастер. Oh shit. Here we go again. Привет. Да. Так, и там, и там. А вот этот вот товарищ. Spawn Projectile. Тавермастер. Тавермастер Spawn Projectile. Можно вообще никак не делать. Ой. Вот так вот. Делаем iris. Во, и все работает. Я все не понимаю, почему оно работает, но не работает. Я, кажется, начинаю понимать, почему он работает и не работает. Потому что мы-то запустили вот этот, который спавнит башня, мы ее запустили, ну, у всех она, да, то есть и там работает. Но когда мы заспавнили нового вот этого проджектайла, это пофигу, что он типа и там запустился, окей. Суть в том, что он-то существует в единственном экземпляре на сервере. А там-то пустышка. И мы, когда говорим ему что-то сделать, то есть уже это происходит, этот метод уже выполняется в самом акторе, он выполняет его только на сервере.
Вот. Поэтому ни хера не работало. Ой, тяжело. Очень тяжело. И это мы выяснили. Давай сюда вот так. Оп-оп-оп. И вот все стреляют, все отлично, все есть. Здорово. Здорово, здорово. Что сейчас бы добавить? Я вот думаю, мы будем добавлять этих мопцов. Мопцов как сейчас добавлять? Или что нам сейчас делать? Вопрос. Однако. Или дочитать, что там этот говорит. ГПТ. Цени там изображали случай не мультикаст, например, если вообще нет. Так, как правильно? Альтернатива и более надежно использовать. Использовать Net Multicast для инициализации — это рабочий, но не всегда хороший подход. Он плох тем, что если игрок подключился к игре в тот момент, когда снаряд уже летит, он пропустит этот вызов и не увидит эффект. Ну, это не наш случай. Правильный подход. Репликация свойств с использованием on-rep функций сделает дата asset реплицируемым свойством. Дата asset реплицируем что? Так, ладно, почему этот способ лучше? Надежность, он работает для всех, включая поздно подключившихся игроков. Как только клиент увидит этот снаряд, сервер пришлет ему значение projectile DA, и он рэп-функция сразу же все настроит. Разделение логики. Серверная логика, физика урона остается в init projectile, а чистая визуальная клиентская on rep replicate projectile DA. Это делает код чище, оптимизация. Данные отправляются только при необходимости. Точно такой же подход в следующий пример. Что значит, если только увидел? Что значит увидел? Короче, он мне предлагает в хедере создать метод. Ну, во-первых, ну да, метод создать onRep projectile DA. Не забудь добавить в get lifetime replicate props в .cpp файле. Include get live replicate props. Do replicate do rep lifetime. Projectile master, projectile DA. Что? Инициализировать для контента поместить в onRep функцию. Мастер projectile DA, projectile DA функция автоматически вызывается на клиенте, когда часть значения projectile дела от сервера. Тяжело. Да. Тяжело. Это да. Что-то я ничего не понял, что он мне предлагает сделать. Это, конечно, здорово звучит, но не хочу я делать так, как мне предлагает ГПТ. Ну, это не ГПТ, но неважно. Хорошо. Значит, отключим, во-первых, эту часть. Больше не хочу, чтобы он печатал мне это все. По поводу больше-меньше. Я сейчас бы, знаете, что сделал? Я сейчас бы какой-нибудь уровень бы сделал. И начал бы, наверное, делать мопцов. Да, начал бы делать мопцов. А по поводу, куда установить эти штучки-дрючки. По поводу, куда установить эти штучки-дрючки.
мы можем по Z-ордеру, вот этому, Z-ордеру, по координате Z вверх-вниз, которая у нас. И если меньше там определенного значения, просто не ставить ее. Как вам? Как вам такой вариант временной? Вот. Делаем эту штуку. И жизнь прекрасна. Здорово, здорово. У нас есть вот такая вот псевдоарена. Нам надо сделать их 2. Левел дизайн пошел, да? Давайте за левел дизайнем сейчас. 2 какие-нибудь небольшие такие. Ну, какой-нибудь, я не знаю, молнии. Сделаем их там для Гарри Поттер. Или просто с обычным углом по 90 градусов. Короче, сделаем и все. Так, я бы вот эту пачку, наверное... он так не умеет, да? Вот так вот он зато умеет. Хорошо. Это... Локинг волюм. Хорошо. Тест тоже сюда попадешь. Ты будешь у нас level блок. Ну, или куб. Важно. А у нас имеет, да, значение, куда смотрит наши вот эти вот. А ну-ка, подожди. То есть не помню по коду. А как я пойму, все одинаковое. Ладно, потом разберемся. Или не потом разберемся. А ну давай. Подожди, давай на это ставь его. Ну и заземлись. Хорошо. Они сейчас все должны смотреть на этот. С другой стороны на него смотрят. Хорошо. Если я отверну одного. Давай второго. Все, он в другую сторону смотрит. Да, это влияет. Хорошо. Ну, мы так поставили, просто вспомнить. Еще больше. Вообще лучше. Давай так. Есть. Просто нам сейчас надо как-то уровень строить. И что у нас от чего влияет, надо это переделывать, как-то подстраивать и прочее. Я из этих соображений. Так, сам уровень. Дело в том, что сам уровень, он должен находиться ниже. То есть получается, что вот этот товарищ, вот эти все товарищи, они должны не блокировать visibility канал. Visible wall, он-то invisible wall, да, но visibility, он и так ignore, все хорошо. Все хорошо, он все остальное блокирует, а вот этот не блокирует. Хорошо, все, без вопросов. Верни на invisible wall. Просто мы так кликать должны будем сквозь, как бы. Я не могу строиться здесь. Строиться, настроиться. Так, ну для простоты раз делаем. Строится, ага. Землись. Все, это раз есть. Раз.
Давай чуть даже побольше сделаем. 2. Ну-ка, до 90 мне. Просто. Все, есть. Сделали квадрат. Просто поэтому непонятно, что и как. Сделали квадрат. Потом. Ой. Там у нас есть вот такая вот штучка. Ее отодвинем. Но и с другой стороны, точно такая же должна быть. Раз. Предположим, 2. На самом деле тут дофига места, да? Это нормально. 3. Какие-нибудь. Какие истории. Блин, они же не должны как-то пересекать. Ну ладно. И просто тогда друг друге смогут строить. Мешаться можно. То есть нужно как-то все равно будет не так делить. Не, наверное, мы сейчас немножко не так сделаем. Саму арену я дострою. Мы ее скопируем, отодвинем. Тут туру приветствую. Мы ее отодвинем, но... Немножко будет все, короче, по-другому. Вот так. Сделали. Здорово, здорово. Теперь сейчас обалдеете. Арена 1. Вот так вот сделаем. Арена. На 0.1. Опля. Оп. Арена 0.2. Только можно тебя вынести в левел блок? Хорошо. Спасибо. Мы ее отодвинем. А вот эту часть мы, естественно, увеличим. Просто нам-то надо, чтобы мы могли подвинуться и на территорию противника. Как бы. Как бы. Чат читать. Он чат не читает. Все, сдох. Переподключиться. Утречка. Чё, как оно? Да, нормально. Вот, видишь, что-то делаем. Что-то делаем. Что-то происходит. У тебя как там? Что, как? Как там твои суперсимволы? Так, если он нулевой, значит он смотрит куда? Куда он смотрит? Он не туда смотрит. Мне нужно 90 минус. Точно так же и вот этот. Минус 90. Минус 90. Здорово. Значит, этого отодвинуть где-то приблизительно сюда. А этого... двину. Все, этого приблизительно сюда. И мы нажимаем play. Так, мы получаем нашу эту. Ох, какие они маленькие. О, какие здоровые эти штуки.
Просто. Ну и точно так же мы можем и здесь передвигаться и все делать. Да, что-то я сильно большими их сделал. Сейчас будем уменьшать это все объем. То есть мы там натыкали. Все. Ой. Ну, естественно, мы теперь можем... В смысле? В смысле? Подожди, а что он блокирует меня? Или я перешел на эту сторону, не понял. Вот я в этом. В своем, типа. Бац, блок. Перепутано все местами, ты понял, да? Здесь же вот он, с той стороны. Перепутано. А вот этот вот я там поставил, а там стоит другая. Мы сейчас эту фигню все поменьше сделаем, потому что я немножко преувеличил его. По-моему, персонаж это где-то один, это ж метр на метр, да, идет. То есть это персонаж здесь спокойно. Это большая очень территория. Это прям огромная территория. Надо уменьшать. Так. Что он там? Я твою душа-то. Поняли, он под этим построил. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Это же огромное пространство. И я, наверное, эти кубы нафиг поудаляю. Маленькие создадим заново. С этими кубами и все. Еще местами было свопнуть эти самые, что немножко это бывает. Давай куб. Вот же куб. Он приблизительно, он точнее не приблизительно, он четко метр на метр. Да? Да. То есть x2, x этот, соответственно, я хочу здесь, чтобы было, ну, пусть будет 50. Это 50 метров. Это уже дофига. Давайте 40 сделаем. Даже 30, я бы сказал. 30 вот такую вот вещь сделаем. 30, все, подставили. По поводу ширины. Мы делаем там по 50 или по сколько мы делаем? А ну-ка. Где полоска? О! Метр на метр получается. Опля. Ровно. Соответственно, вот сюда вот x2. То есть две башенки, чтобы можно было только поставить. Высоту. Высоту, я думаю, 3 сделаем. Гениально. Угу. Есть такая история. Есть, сделали. Давай-ка ты пойдешь в арену первую. Ну, эту штуку сейчас тоже ниже опустим, потому что сильно далеко нам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Так, еще раз. Есть 2 куба дадим. Давайте 2 куба дадим. Для перемещения. Так, еще раз дублируем его. 90 градусов. Опля. Блин, как бы не разрушить вот этого товарища. То есть это 1 ему надо добавить. Вот 2 получается. Добавить 32. Будет и сдвинуть его на вот эту вот часть. Ну как чётенько, смотри. Так, здесь уменьшить его. Восемь. Где-то 24 должно быть. 24. Ну, условно, все. То есть тут все дошли. Или сюда продлить чуть-чуть. Или даже не продлить, а сюда сделать. Тут все, типа. И как бы ГГ. 10. А почему 10? А, потому что 10. Подожди, не, удали вот этот возьми. Потому что там 2 было в ту сторону, а мы здесь компенсируем его, и вот нам уже как бы нужная длина. Все, есть. Мы создали кишку. Здорово. Нажмем play, сейчас посмотрим, что там за кишка вообще. Получилось ли. Есть вопросики. Есть вопросики. То есть из-за того, что у нас сетка немножко сбита, у нее там свои расчеты какие-то, ее надо подвинуть. Ее надо подвинуть. Ее надо подвинуть. Это мы обязательно займемся, но потом. Мопцы идут. То есть у нас должна быть точка спавна. Давайте займемся. Ладно, подожди, займемся. Мы сейчас вот это вот опустим вниз. Это вот мы опустим вниз. Смотри, Лоу, есть вопросы? Скачал, еще не смотрел. Ну как? Проглядел. Давай посмотрим. Смотрим. Здесь мы как, я не могу уж без этого, без тебя смотреть его. Рью Сабля. Это что такое Рью Сабля? Ну так не надо мне просто переводить. Блин, ну это секс. Что по логике? Батаны. Где логика? Я хочу на блюпринты посмотреть.
Так, еще раз, подожди, это я закрыл сразу. Ну, отлично. Кнопочки отлично. Дальше идем. Пауз меню. Кнопочки тоже отлично. Есть? Или ты не реализовывал логику? Ты только визуал сделал. Ну, settings вот эти. Логика минимальна для того, чтобы понять. Так, крутится, вертится. Виджет свитчер. О, блин, фринды пошли. Так. Свитчер. Виджет свитчер. О. Так, ну вопросов нету. Ну, все секс тут, без вопросов. К сексу не может быть вопросов. Подожди, не понял. Вот это. Это типа вариации сейчас вот этот. Или что это? Gameplay, видео, аудио, controls. Settings all 2. Settings all. Без лишних кнопок. А подразумеваешь под лишними кнопками геймплей и что еще? Control, аудио, видео. Gameplay general. Вот. Из этого я понял. Окей, так. Settings, аудио. Ох, ползуночки. А как ты это сделал? Подожди, стой. Как ты эти ползуночки сделал? А сейчас дойдем до них. Они же в реюсабле. Сейчас дойдем, все, посмотрим. ВТФ. Так, резолюшн. Ну, понятно, где тебе переключатели. А ну-ка. А где логика на переключатель? Нет логики на переключатель. Или там внутри у ботанов. Так, реюсабля. Реюсабля. Реюсабля, вот, реюсабля баттон текст. Сет этот. Хорошо, так, что еще раз? Шрифт скачанный какой-то или стандартный? Вот какие рамочки сделали? Color style. Дефолтный. Эва, ну как? Я понял. Я понял. Так, хорошо. Я позакрываю. Тут мне уже сильно много его. Дайте посмотреть. Он отдельный виджет. Set key текст. Делегат даже тут. Key select. VTF. Ну, VTF это респект. это мощь. Где слайдер? Вот этот слайдер. Волюм, стайл. Нормал. Самый магия. Я понял. Понял, там курсор задается. Угу. Я понял. Текст with the diverse. Чего? Diverse reusable. Imagine просто image. Окей. Подожди, стоять. Уже в горизонтале, все правильно? Правильно. Хотел даже поприставать ни к чему. Ну все отлично, шикарно. Все вроде бы понятно. Сейчас еще раз вот этот wall. Со всеми лишними кнопочки не будут, поэтому мы его будем использовать. Ну, в принципе, ренейминги потом сделать это не проблема, если там, знаешь, захочется. Это такое дело. Ну, там условно, понятно, что не реюсабли, там вот этот, чтобы был этот General, там, геймплей, вот это вот всякое. Не проблема. Единственное, что вот тут, скорее всего, их как-то... Или нет у них тут. Ну-ка, реюсабля. Find the reference by name. Не существует. Ну, хорошо, референсы.
В принципе, не проблема всего этого сделать. Ну, круто, круто. Это респект, это спасибо большое. Но к меню, ты сам понимаешь, вы как не скоро. Что-то я хотел постримить, походу я ничего не постримлю. Ну, это в этих. Типа завтра, послезавтра. Заболел, блин. Видимости. Но это не точно. Так вот, к чему это я? Что к меню, ой, как не скоро. Ой, как не скоро. Это такое дело. Так, а можно вот сам пол тоже немножко ниже сделать? Полноценный квадрат был. Почти квадрат. Когда релиз? Ага. Не этот, все. Не раньше, чем на 365 день, все. Так, Player Start 1, Player Start 2, пожалуйста, заземлись. А, и куда они упали? Ничего не понял. Заземлись. А, вот они. И местами их поменять еще. То есть вот он. Что-то плеер третий, это этот, а плеер этот, это этот. Ничего не понял. А, там же как-то быстрее, точно. Там же кто успел, тот и съел, как говорится. То есть кто успел, тот и съел. Но будет странно, конечно, если наоборот. Это первый спавнится. Вот, это уже ближе к истине, вот это уже похоже. Вот, мы ее поставили, она стреляет. Здесь мы можем двинуться. Конечно, двигается, но очень медленно. Вот эту скорость надо добавить. Скорость этого всего надо добавить. Где-то 25. Может даже 33% еще сверху накинуть. Короче, на треть увеличить. Так. Мы строим по сетке, да? У меня вопрос, конечно, тут есть. Как мы вообще ограничивать должны его? Ну, допустим, я хочу, чтобы вот здесь он одну построил на такой, да? То есть не у края прям стройка происходила. Понятно, что мы сейчас можем на полметра так чпок сдвинуть. И у нас, то есть, все будет хорошо. Строиться можно 2 будет строить. Ну, допустим, я хочу, чтобы здесь один был, а отступ был половину и там, и там. Вот как мне его ограничить? Материалам что-то рассказывали по этим. Ну, а как материалы? Что материалы? Как пометку материала сделаешь? Он-то разный везде. Допустим, ну, условно, у тебя трава идет, вот там везде трава, да? А на вот этой траве оно должно ставиться, на этой траве оно не должно ставиться. А это одна и та же трава. Ну, чуть левее, чуть правее оно должно и не должно ставиться. Или потом. Сейчас вообще не важно. Сейчас просто, чтобы стреляло, чтобы этот, а потом уже думать будем об этом. То есть заняться, ну, как мобами, чтобы они появлялись. Там мы с дамагом сейчас займемся, чтобы оно реплицировалось все, чтобы оно все это воспринималось и так далее и тому подобное. Вот эта вот фигня. Знаете, что я сейчас придумал? Вообще обалдеть. Сейчас вообще обалдеть. Сейчас я вам сейчас такое покажу. Сейчас вы просто упадете. Только вы подготовьтесь. Смотрите, мы делаем. Только внимательно, опять же. Очень внимательно. Смотрите, что мы делаем. Мы вот так вот ставим перегородку здесь. 90 градусов повернуть. Где-то 8. Не, подожди, 6. Все четко поэтому поставили. Теперь очень внимательно смотрим. Вот так вот делаю оп. Так делаю оп. Потом это делаю move to. Арена 2. А потом смотри внимательно. Вот это оп делаю.
Оп. Оп. Блин, они мешаться друг другу будут. Башня. То есть это доп. Проверки всякие придется делать тогда. Ну или чуть дальше их разместить. Типа точно не попали. Вот типа такого. Как вам? О. Ну и, соответственно, того товарища развернуть. Второго. То есть у нас есть левел вот этот первый, точнее, это второй, неважно, 90 градусов, чтобы смотрел в ту сторону. И вот этот огромный куб. Мы сейчас его подправим. Сейчас я эти установлю. Так, ну допустим, раз. Ну, допустим, два. Так, арена, левел. Вот. Ну подожди. А, ладно, не подожди, давай, уменьшайся. Надо было подвинуть, наверное, его просто в центр. Ну, чтобы сразу сплюснуть его по всем координатам. Не заниматься вот этой порнографией. Ту-туру. С днем симметрии. С днем симметрии, молодец. Тебя с днем симметрии. Это наше все, да. Вот в честь этого как раз таки занимаемся вот этим. Видишь, чувствуешь симметрию. Она есть. Что-то, подожди, она немножко в воздухе. Часть. Так. Главное, дырк, чтобы нигде не было дырок, иначе провалимся. И будет беда. Представляете, какая беда будет, если провалится? О, это беда. И тут, походу, беда может случиться, поэтому подвинем. Так, ну и последняя сторона. Вообще, а что я парюсь, что он выходит? Ну пусть выходит в ту сторону, какая разница? Правильно, правильно. Так, нажимаем play. У нас, значит, вот player 1 и player 2. Так, вот player 2 смотрит. А у них освещение, кстати, будет немножко другое. Ну, за счет того, что солнце с одной стороны, типа, а вот другого с другой. Ну, это если они правда. Ну да, в любом случае. В любом случае. Но суть такова, да. Еще же нужно ограничивать по тому, кто вообще как ставит. Я бы, наверное. Я не знаю, как, короче. То есть нужно в любом случае вот эти вот штуки как-то помечать именно тагом игрока. То есть когда мы клацаем, у нас вот этот клик должен проверять вообще, что это, кто это клацнул. Либо у нас такая вот фигня может происходить. Зачем нам оно надо? Или наоборот разрешить это ставить. У нас-то башня не бесплатно ставится.
Или наоборот разрешить ставить, представляете? А, подожди, разрешить ставить. Это прям жесть жестокая, потому что ты поставил башню, ты ее не улучшаешь, мобы идут дальше, и типа насрать можно очень сильно. Или это наоборот хорошо. То есть ты взял, поставил башню. Да ну не, это что-то сильно. Ты поднасрал так сильно, а потом не удаляешь, и все. Или добавить возможность удаления. Типа карточка удаления. Если мы запрещаем, то, ну, понятно, что толку-то. Это обычная проверка, мы потом ее удалим, да и все. Вопросов не будет. Добавить удаление. Но дело в том, что если добавим удаление, он тогда сможет и чужие удалять. Ну, в плане не только на своей территории чужие, но и чужие вообще везде. Не, надо ограничивать. Ну, то есть мы когда кликаем, чтобы была проверка о том, кто вообще его создал. Кто создал и кому принадлежит поле, на котором он его создал. Так, есть такая история. Двигаемся вверх, все, больше нету. Надо скорость дать. Скорости хочу. Видите, скорости. Надо больше скорости. Кстати, надо все это перезапустить. Так как мы много делали лайфкодинг в этом. Надо это все, короче, это сделать. Так, делаем шить. Вжух. 7. Где у нас этот скорость? Скорость. Main Pavn. Main Pavn, что-то похоже, да. Move. Widget Move. Вот этот Widget Move называется. И он дает этот самый. Понятно. То есть у нас везде он одинаковый. Add Movement Input. Movement Vector. Forward Vector. Подожди, Add Movement Input. А как мы сюда этот самый, если он получает Forward направление и Scale Value? Это же не скорость. От того, что мы его умножим, допустим, на 2, нам же это ничего не даст. Это же нам вообще ничего не даст. Или даст? Или не даст? По-моему, не даст, но там только определяет единичкой, типа, куда он. Плюс-минус этот 1. Ну да, это вообще нам ничего не дало. Или дало. Да, так точно будем знать. Через F5 запустился, кстати. Или я нажимал на эту на кнопочку. Знает. Ну да, это вообще никак не влияет. А как нам скорость тогда ему давать? А как нам тогда скорость ему дать? Что это порнография так не сработает? Так, right vector, movement vector, forward vector, movement vector. Валуя. Подожди, а почему я сразу не вытащил его? Зачем я копию создал? Что за это самое? Что за магия происходит? И вообще это все конст. Ну, неважно, подожди. Где ГПТ? Будем сейчас ГПТ драконить. Пусть решает эти вопросы. Что думаете?
Очень просто говорит. Он говорит, умножить его надо. Молодец. Говорит очень просто. Если или то там уже есть своя скорость max walk speed. В этом случае лучше не умножать здесь, а регулировать скорость через сам компонент в add movement input. Оставлять просто x, y. Это, конечно, здорово, но... Он же дает максимальную... я не знаю, что это усталость. Это что это такое? Что я... Или это настолько уже да. Или я уже настолько в плюсах, что я забыл, что можно просто вот так вот зайти. Tower Master, не-не-не. Power, чё? PS. Вот этот пал нам надо. Мы же можем сюда зайти и просто... Что увеличить скорость. Все. Ну вот, да, есть контакт. Ну, да, X2 как раз в самый раз. X2 как раз в самый раз. X2 как раз в самый раз. Все, он двигается, все есть. Здорово. Гениально, представляете? А ну-ка, а можно еще вот это вот хочу? Очень сильно хочу сделать такую фигню. Еще вообще обалдеете. Наверное, уменьшим его до 1400. Сейчас надо еще дать возможность его туда-сюда вот это вот лежать. Вот это вот хочу сделать, смотри. Опля. Да, мне кажется, здесь самое то. Блин, как же не это самое. Я хочу вот так вот, чтобы было. В этом неудобно, что ты постоянно вылетаешь за пределы, и надо целиться. Во, да, короче, с камерой лагой. Камера лаг. Есть такая история. Окей. Enable камера лаг. Есть rotation. Enable камера rotation lag. Так. Это добавили. Нам надо теперь точка начала, точка конец. Так как они закрыты, есть два варианта, как мы можем сделать. То есть либо мы просто навмеш покрываем все вот это вот навмешем. У меня появилась идея. У меня появилась идея. Где навмеш? Навмеш. Навмодиум by mesh bounce volume. Навмеш bounce volume. Да, мне нужен. Так. Ага. Так. А что если я вам скажу, что я только что понял, может быть, как мы сможем дать ограничить, короче, где мы строим, а где мы не строим. С помощью вот этого навмеша. То есть у него есть... ну как там P, по-моему, включать, да? Не, P, не N. Или P. Да, P, вот. У нас же есть вот эта вся фигня. И как раз четко по центру. Короче, суть в чем? Мы кликаем, если мы попадаем на него, то
то здорово. Мы проверяем вот этот таг. А в таг мы записываем имя игрока, который мы этот самый. Соответственно, navmesh, который не для игрока, то есть мы рисуем navmesh для него, то есть для карты от первого игрока и для карты второго игрока. У нас два navmesh таких существует. У нас есть третий navmesh для мобов. Ну, просто покрываем все и все. Ну, вообще пол, то есть вверх ему не надо покрывать. Есть такая история. Он заспавнился. Правда, тот, который он заспавнился, он должен дать именно своему. То есть как-то надо их сгруппировать, короче, вот эту всю часть, их сгруппировать, чтобы спавн знал вообще о вот этом всем, короче, то есть о всем уровне знал спаун, потому что у нас игрок коннектится к спавну, соответственно, спаун должен понимать, либо мы их должны все обозначать, но тогда он по всему будет бегать искать, либо все сразу у спавна хранить, то есть при геймплее спаун типа все записал, и у него есть, ну, не то что геймплей на констракте, потому что мы это задали ему вот эту вот всю фигню, да, то есть вот здесь взяли и задали какие-нибудь параметры спауна, где у нас спаун вообще, взяли какие-нибудь там таги ему дали, там какие-то там еще фигню ему дали, то есть какие-то указатели ему поставили, то есть что к чему относится. И у него есть вся информация. И мы когда спавнимся, мы типа бегаем по всем и задаем вот этот таг, что именно этого игрока. Типа пробежались по вот этим точкам всяким, спавна мобов, по вот этим навмешу, по этому, что жух, все, типа, это за этим игроком забинжено. А второй игрок делает, он приходит в другой спавн, потому что тот спавн уже занят, он вызывает в другом спавне метод и пробегается по нему и делает спавн. Теперь вопрос. Мы же можем получить, что вообще с навмеша? Мы же вот эту вот фишку получаем, указатель, правильно? Вот этого баунса. Мы-то его получаем. Понятно, что тут надо его рисовать. А я не помню, как рисовать. А давайте вспомним, как рисовать. Рисованием займемся. Сейчас нарисуем, потому что мне кажется, это самое то. Вот опять же, я вот туда, тут чуть туда, нет чего-то направленного, блин. Надо сейчас сделать, наверное, мобов просто, которые ходят, и все, потом мы этими занимаемся. Или уже башнями заниматься. Бы потом. Чтобы башни строились только у каждого игрока на своем. Давайте башнями все начали, эти самые идея появилась, надо реализовать. Как рисованием заниматься? Brush Editing. Это помню. Потом помню, что нужно переключиться на топ. На топ помню, что нужно переключиться. Пен. И чё? Так, тихо, стой. Верни назад, стой, нет. Ну, убери. Ага, убрать. Ладно, я тебя услышал. Не, я тебя не услышал. Подожди, стой, было, кажется. Не, ничего не было, это этот был. Хорошо. Пен. Есть. Раз, пошел. Два, пошел. Ну, да, сюда все. Есть. Браш создался.
Пайплач, что ли, назвать? Перспектив есть. Браш создан. Там, по-моему, нам там надо было его convert actor to nav mesh bounce volume. Мгм. Есть такая история. Чуть сохранить. Nav mesh bounce volume. Мгм. Мы его поднимаем. Чё-то он все равно квадратный. Конверт-то конвертом, но он все равно квадратный. И он ловит, он вообще по квадрату ловит. Generate. То есть нам серьезно надо будет его обрезать постоянно. Мне не нравится такой подход. Или 2 их делать, или миллион их делать. Подожди, а что за приколы? Ой, верни на место. А, его плющит. Мне кажется, он просто не этот самый, как его. Уйди. Мне кажется, он просто его не посчитал. Или как-то не так посчитал, потому что мы его передвинули, ему как бы пофигу. Окей. Чуть сюда. Здесь чуть сюда и здесь чуть сюда. Здорово. Давай build pass. Navigation build complete. Здорово. Поднимем чуть выше. Build pass. Вот, есть. Но та же самая история. То есть он почему-то он не в своей, короче, находится. Он все равно по квадрату сделал его. С понятием. Что толку от того, что мы рисовали? О, can be damaged, lifespan. Pain causing volume какой-то есть. Триггер volume. Короче, я хз, почему он не это самое build pass. Почему он не это самое его? Ну, окей, хорошо. А тогда временным этим займемся. Засунем туда обычные этим. Обычных этих. И спаун, скорее всего, мы сейчас создадим актора спаун. Player спаун, потому что нам нужно, чтобы у него были некоторые параметры. Ну, это вот эти вот, куда мы указали. Конкретно навигационную вот эту, как его. Вы поняли. Навигационную эту самую. Навигационную эту самую. Сетку и вот эти вот дречки. Хотя нам толку от этих штучек-дрючек, если нам на сетку он не будет попадать, он же вернет фолс, пошлет нас куда подальше. Понимаем, да? Player Start. Ну, давайте создадим. Так, что у нас по попчикам тут? Projectile, какие-то тасты.
Что происходит? Ну, в player должен. Player start, main. Main player start, PS. PS уже есть. Давай просто player start назовем. Каких майнов? Player start. Так, погнали. Tools. ECPP класс. Класс player. Player start. Player start. Player start. Что такое PE? Понял. Нас интересует обычный player start. Так, next. Player start. Public player. Выбор папочки. Create класс. Create класс. И в нем должна быть инициализация. То есть мы там туда записываем вот эту вот фигню всю, которую... Короче, у нас сейчас там происходит, мы записываем там таг к нему. Player start там должны будем записать player start, именно там все это будет происходить. А потом вызвать вот эту вот инициализацию. И достать ко всем этим предметам, чтобы, ну, короче, назначить им эту всю фигню, и она должна быть net multicast. Или как там называется эта фигня. Чтобы у всех применилась эта информация. И мы им даем вот эти таги. Пометили их этими тагами. И потом... Что? Мы потом будем проверять вот эти таги. То есть брать информацию и проверять. Магия, правда? Блин, тут бы все позакрывать к тому самому. Давай, manhood пока... До свидания. Main player контроллер. Контроллер нам надо зачем-то сейчас. Ну, откроем потом его, если что. Опасно вообще пока не понадобилось, да, его просто закроем. Места мало. Так, player start есть. Нас интересует, естественно, /sbd. Property edit anywhere blueprint read only категория player start ps просто player start есть. Она должна быть replicated. Да? Или нет? Replicated. А то у меня вопрос, если он replicated, то получается, если у нас что-то происходит, какие-то взаимодействия на клиенте, то этот же сервер должен знать об этом. Ну, то есть, короче, это и серверу прилетит. Если сервер что-то сделает с этой переменной, то и этот тому прилетит. То есть мы как бы говорим о том, что вот эту она должна быть, ну, короче, всем передаваться. Это поле. Иначе смысл тогда от этого, если мы будем его в том делать. Not replicated. Это... Я думаю, он сразу, наверное, получит на mesh. Или смысл? Mesh. Этот самый, как его, не указатель, а там nav mesh bounce, что-то такого. Но сейчас разберемся, что именно он хочет.
Что это такое? Nav mesh. Array, потому что сейчас мы их несколько будем добавлять, потом, если что, изменим на один. Не проблема. Nav array пусть будет. Хорошо, дальше. Дальше он должен еще... Ну, там всякие другие спавны. Это спавны мобов. Должен их сделать. Его базу свою, то есть, которая есть, тоже он должен ее запомнить, записать. Да и, в принципе-то и все. Но их еще не существует, понятное дело, что поэтому ничего туда и не добавляем. Здорово, 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 здорово. Прям великолепно. Да, и такого нету. Так. КПТ. Давай. Как-то интересно написал его. Ну, сейчас посмотрим. Как если у актера DT можно было выбрать на bounce volume. Named. А что значит named? Я же намес. Я написал намес ему. Nav. Mesh. Bounce volume, а не намес. Хороший вопрос. Она в Mesh Bounce Volume, это обычный актор в редакторе. Он Nav Mesh. Nav Mesh Bounce Volume. Nav Mesh Bounce Volume. Nav Mesh. Nav Mesh Bounce Volume. Mesh Bounce Volume. Ну, давай, есть контакт? Да, есть контакт. ГПТ зарешал. Нет, failed. Ничего не зарешал. Подожди. Мне нравится ему такая история. Enable class delegator enum. Struct with Nav Mesh Bounce. Bounce. Да, это я твою душу любил. Линки чего? Virtual Void Player get a lifetime replicated. Че? Класс TRA, класс... он не может, типа, реплицировать его. Подожди, так он нам и не нужен в качестве репликации. Или надо он в качестве репликации. Ладно, неважно. Хорошо, он-то все равно не меняется. Сам этот... Интересно, как все равно фейл. Вот это издеваешься надо мной. Линка, класс, короче, он все равно его не находит. No registered void. Хорошо, давай его подключим. Подключим, посмотрим сейчас, что там include. Nav mesh. Bounce volume. Ну и тут он меня, короче, обманул. Нет такого. Давай просто тогда
Я просто не хочу заходить в этот тот проект, чтобы посмотреть, как мы вообще там его. Ну, вроде даже не Анна, знаешь. Ну, понятно, такого не существует. А Юна Мэш. Юна Мэш тоже не существует. Хорошо. Unreal Engine 5, C++, на Mesh. Using Navigation C++, бла-бла-бла. Get World, U-Navigation System, Pass Navigation System, F Navigation, Pass Shading, U-Navigation System, Get Navigation System. Но это он систему именно получает. NavMesh и Cast NavMesh. F Pathfinding Require. Так. NavMesh у нас есть. Начнем с этого. Сейчас посмотрим include. Include NavMesh. NavMesh. Что-то recast. Вот тоже он мне посоветует. Подожди. А ее случайно не надо включить в этом самом, чтобы ей пользоваться-то? Потому что есть такое самое. Нет, отдельно Mesh включать не нужно, потому что на Mesh Bounce Volume уже лежит в модуле Engine, и он у тебя, как всегда, подключен. Mesh нет такого, ты меня обманываешь. Если хочешь работать с всеми модулями, например, AVM Navigation System, Gameplay Task, и, например, чтобы юзать ее Navigation System V1, придется добавить build CS. А нам придется, походу, его добавлять. Пачка всего открыта. Да ну прекращай. Не агар надо добавить. Ну, вы этот Navigation System не добавить на. Угу. Допустим. Так, здесь пока закомментируем. 7. Ну да, он вообще ничего такого не подходит ему. Все как бы тут вариантов не особо много. Так, а ну-ка, на всякий случай я вот так сделаю. Оп. Тут можно было через этот. Все, вопросов нет. Надо было так делать. Так, где у нас тут World Ruler? Занимается Spawn Navigation System. Вот. Navigation System. Nav Filters Navigation. Query Filter. Вот эта фигня нам понадобится по-любому. И... Так, кстати, Reset Dungeon Stop. Find Location for Spawn and Spawn. Вот эта вот фигня нас интересует. Use Now Data. Вот, пошел процесс.
То есть он получает nav system в начале. Get default nav data intense nav get random reachable point in radius. Я так понимаю, что вот этот вот navigation system v1. Опять же ничего не понятно. Но очень интересно. Почему мне отсюда открывать? Интересно как. Вот это вот я скопирую пока что. Сюда мы просто его вставим. Понадобится, если что будет, как шпаргалка, неважно. Сейчас еще запуститься, посмотреть вообще, какой он класс. Что мы откроем класс, все поймем, там все будет понятно. Сейчас надо понять какой-то вообще класс. ГПТ какую-то чертовщину, как обычно, он вообще не понимает, о чем идет речь. ГПТ это молодец, конечно, но... О, где у нас на Mesh Balance этот nav Balance Volume. Nav Mesh Balance, вот так он и есть как бы. Как бы он-то и есть Nav Mesh Balance Volume. Ну-ка, Nav Mesh Balance Volume, ну да, вот он. Alt, Ctrl, Alt, Ctrl, Alt, Ctrl, Alt. Так, вон добрались до него. Класс Nav Mesh Balance Volume. То есть все правильно он мне сказал. То есть есть такой Nav Mesh Balance Volume. Хорошо, сейчас мы его тогда волюме, видишь? Как, подожди, а где мой этот? Гениально. Это гениально. Это гениально. Мне его открыл в этом, поняли? Ужас, ужас. Хорошо, но в Mesh Balance Volume есть. По поводу подключения. Подожди. Дай мне nav Mesh Balance Volume. То есть он мне все правильно сказал, но она почему-то меня послала куда подальше. Изолака. ГПТ молодец. ГПТ молодец, получается. Подожди, какой X? Прекращай баловаться. Вот таким образом можем классы находить. Вы знали это? Магия, магия, магия. Можно, конечно, свои вообще создать свои и от своих наследоваться. И тогда они будут сообщать, а не мы будем их искать. Или добавлять вот это вот вручную. А это будет проблемой? Но в идеале он-то будет единственный. То есть нам нужно его в редакторе именно добавить. Все удобно, в принципе. А так какие-то штуки. Ну да, это визуально удобно. Ну, взяли, отослали его в арену 2, вот, допустим. Все, полетел в арену 2, бац. Ну, в арене 2. Жизнь прекрасна. Осталось только, знаете, что перезапустить и посмотреть, работает ли это. Все скомпилируется, соберется. Бац, не собирается. Тебе нельзя так. Не позволю, не хочу. Не это самое, не дает. Не, все дает. А почему тогда не давал? Наверное, я неправильно что-то написал. Я как-то ошибку сделал. Надписи здесь. Короче, ГПТ был прав. Все, каюсь. Каюсь. Каюсь, я был неправ, ГПТ был прав.
ты был прав. Сейчас, секунду. Ну, я, наверное, потом забуду. Ну ладно, потом. Потом. Так, поехали. Play. А чё play? Чё толку-то play? Где мой этот? Оп. Можно прямо здесь сделать reparent? Replace select actor with только есть, все. Класс. Хорошо. Идем в этот самый, идем в плеера. Здесь создадим player start. Класс. А, у нас все равно не создан-то. Player start. Player start BP. BP player start. BP player start. Хорошо, есть. Можно это сделать? Replace actor with. Значит, с. With a new actor in the world. Copy properties, да. А выбора тут как бы особо и нету. Так не получится, да? Ну ладно. Так, удаляем тебя, добавляем. Да, paste делаем. Ой-ой, подожди. Ой, ты в тест должен быть. Вот в тест иди. Вот рядышком. Все отлично, есть. Еще раз делаем play. И все на месте. Как бы все хорошо. И все воспринято, здорово. И вот тут у нас появился navmesh. Вот, и мы пипеточкой можем взять. Вот так, так, оп. Оп. И он взял вот этот navmesh. Все, то есть вот этот navmesh у нас в пипеточкой взят. И он относится к этому, к той части. Мы понимаем, да, насколько все классно. Есть такая история. Хорошо. То есть раз, два, вот этого мы ничего не тронули. Правильно, берем пипеточкой и вот так вот. Оп. Ой, это я переназначил. Надо же новый создать. И на старой пипеточкой. Оп. Все, здорово. Разные. Mesh bounce volume. Mesh bounce volume. Mesh bounce volume. Вот он его выбрал раз. И вот он его выбрал два. Все, есть. Это мы создали. Здорово. Давай сейчас для другого создадим. Сохраним. Потом вот это вот копию. All properties. Трансформе. Достанем новый. Поместим его в тест. Просто в тест. Зададим ему трансформ сюда, paste. Старый мы удалим. Все это сохраним. Нажмем play. И вот у нас как бы все хорошо. Здорово. Раз, два, пипеточка. Раз, два. Достать. Переместить в арена 1. Развернуть. Переместить.
То-то же. То-то же, то-то же. Есть. Сдали. Теперь пипеточки. Петочка. Раз. Петочка. Два. Теперь выбор. Раз. Ну, закройся. Петочка. Выбор. Два. Есть контакт. Все, сделали. У нас есть два этих навмеш. Теперь нам нужно взять и дать им таги наших плееров. То есть забраться в них, пройтись по вот этому массиву и сделать то, что нам надо. Значит, что я делаю? Я делаю такую вещь. ufunction net multicast reliable init player places или player, ну это не совсем player data, но init player places, короче, init player player places init player places. Окей. Есть такая история. Молодец, что-то тут не хватает. Интересно, чего? Init player places. Здорово. Все в паблике. Все хорошо. А сам-то он на begin play. Подожди, это на begin play будет происходить или... Не, подожди, почему здесь на begin play? Но он же не знает, что и как. И это все происходит-то здесь. Ну да, void you are start именно патион. Так это всю фигню делаем, правильно? А то беда. Place implementation. Окей. Есть. И что он должен сделать? Он должен, подожди, помимо того, что это, он же должен в себя принять что-то. Что он должен в себя принять? Он должен в себя принять данные. Какие данные? Где-то actor location, бла-бла-бла, set actor location, player start has authority. Но это же 2 раза, правильно, выполнится? Эта часть. Для каждого из них. Раз. 2. Да, все верно, да, все верно. Это же begin play у нас работает, ну да. Это мы проверяем на сервере. Тут он проверил, что не был похож. Все, пошел дальше. Если не подходит, то вот он получает get actor name, вот этот вот fname, и записывает его player start actor, player start tag. Здорово. Player start actor, player start get actor of class. Правильно? Правильно. Соответственно, нам надо наш player start наш, который мы создали только что. Player start. Player start. Вот такая вот история. То есть он получит именно наш и вызовет из него... Понятно, что он потом передал локацию, бла-бла-бла. И вызов произошел set actor, set... Ой, init player places. И он должен
А в принципе ему не надо ничего им передавать, потому что он может обратиться к своему player start тагу и как бы все туда забрать. Хорошо, если он это делает, значит у него уже есть f-name. Подожди, там массив. Я, наверное, все-таки передам f-name. Слушайте, f-name по ссылке сразу const f-name name. Все просто и со вкусом. Как вам? Мне кажется, это оно. Ничего страшного, ссылочки не будет. И мы просто-напросто вот этот вот. Здесь мы его создали. А как ты вот получаешь его? О, тут много каких проверок может быть. Ну, там много вообще чего может происходить. Надо по-хорошему тебя записать тогда, товарищ. Товарищ. Name. Маленько. F-name. Name equals name. Сюда передайте name. Сюда name equal вот этой части. Сюда передаем name. Чтобы 2 раза его не получать. Здесь. Зачем нам его 2 раза получать? Правильно. И сюда передали name. Здорово. Ссылки полетел. И теперь мы должны перебрать вот этот весь массив. Nav mesh bounds volume item mesh array nav array nav mesh bounds volume. А я опять неправильно что ли написал его? Нет, подожди. Нет, правильно все. Is undefined. Новый рай. Говорит, его не существует. Ты понял, да? Не может видеть. Ну и не видит дальше. Но это, скорее всего, из-за вот этой вот фигни, то, что ему здесь плохо. Поэтому он ничего и не видит. И нам нужно обратиться к вот этому айтему и сделать set так add. Просто там так. Там tags есть, да, точка add. Add name. Все. Вот это вот мы должны сделать. Это вот мы должны сделать. Ну и все работает, все хорошо, ему нравится. Давайте проверим. Сейчас добавили он таги к этим навмешам. Мы сейчас по этому редакторе будем смотреть, что он там. А если это так, то есть мы можем по навмешу сможем определить это просто какой кайф. Все, на навмеш кликаем, если попали, да, нет. Тут он края, но это подходит под наш сейчас вариант края, то есть то, что он посередине будет их ставить. Но там-то, понятно, мы можем их расширить, увеличить, и вот это вот всякая история. Нам все равно съезжать будет, но сеткой в любом случае надо будет что-то делать. Да, смотрим, вот это можно закрыть. Это вот надо будет пооткрывать. Здесь открыть таг и play. Это есть. Давай вжух. Есть контакт. Создал этот. Нам не надо. Вот нам надо. И ничего тут нету.
Это так не работает, да? И что, и как быть? Что и как быть? Проверить, что он добавил, что он не добавил. Или он вообще его не это самое. Не... Я в этот, короче, добавил. А, так таги пустые. А почему таги пустые? Логично, что ничего не сработало. Подожди. Таги-то пустые. А что они пустые? А что, он не сохранил его? Что происходит? Успокойся. Да, таги пустые, это прекрасно. Ой, причем здесь таги? Вот твою. Мне на ВР нужен. Этот вот, он не пустой. И здесь тоже не пустой. Давай плей еще раз. Ну вот они разные. Есть. F что, F7? Молодец, F7. F10. Tags empty. Tags empty, все правильно. Ну и все, вышел. Потом ждем, когда второй законнектится. И вот он законнектился. И та же самая история. Вот он таги-то подобавлял их. Но в этом мы их не видим. Остается только вариант. Это этот, что ли? Есть уже проверить. Как чего? Походу, да. Ну окей, окей, давайте теперь получим этот, как его, точку под курсором, то есть когда мы нажимаем вот этот спаун, то есть это наша компонента должна делать. Она должна проверить, что мы тут нажали, получить вот этот navmesh. Скорее всего, тот, который мы получим вообще систему, то есть которая отвечает за navmesh, в которой и будет храниться, там, по-моему, структура как раз-таки вылетает, и он получит вообще все navmesh'ы. То есть все вот эти баунсы. Там, вероятнее всего, нам надо будет пробежаться по... он, точнее, текущий получит. Точно. Чем пробежаться. Он текущий получит и спросить у него так. Если мы попали на него, если есть таг, то мы тогда спавним, все хорошо. Если нет, то попробуйте отгадайте, что будет. Builder AS. Компонент. Тут происходит всякая история интересная. Тут происходит всякая история интересная. А мне не сказал про стрим. Бан. Если не сказал про стрим. Я вчера вечером скинул этот самый, как его, оповещение. Discord, будем так это называть. Я же сказал, я в Discord вечером, если в какой-то день будет стрим, я вечером ставлю коммент, что, мол, типа, будет что-то будет. А ты сразу бан. Приветствую, да. У меня в Дискорде оповещения вырублены. Тебе надо отдельный канал для анонсов сделать. Надо... Молодец. Надо не отдельный канал для оповещений, просто кому-то надо постоянно проверять, что там написано. Так. Я сейчас ГПТ задам очень важный вопрос.
Вообще-то нормальные челы делают отдельный канал, чтоб во всех можно было вырубить оповещение, а на нем оставить. А вот так вот. А, ты канал имеешь в виду в Дискорде канал там этот. Я думал, ты вообще про отдельные, типа, мол... Вот как думаешь, что сегодня так мало зрителей? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Как ты, типа... Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Типа, когда-то было прям супер, ну, супер много. Ну, хотя, подожди, 5 человек на том, и там, это много, да, я согласен, это дофига, но... Зато смотри, как хорошо идет. Мы программируем, а не трендим. Ну, как бы до определенного времени этим занимались. Думали, там, размышляли. Так, тот где? Сейчас. Ой, я ему написал, пусть разбирается. А, кстати, насчет команд. Вы так одну команду, которую я изменил, старую, там эффекты добавил для одной из команд старых. Вы так ее еще не юзнули. И кота вы толстого еще не выбили. Так что у вас есть еще чем заняться. Так, у тебя есть сейчас какой именно актор под курсором? А, то есть он как актор именно его получит. Я понял. Ауф, да. Это не она, это не та. Я уф уже был. Бля, ты по всем пошел, что ли? Молодец. Так, где? Вот кота не выбил, вот, видишь. Это не тот кот. Вот. No, God! Я не помню, это было, кстати. Please, no! 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 А как мне еще узнать? Не, ну никак не узнать. Это понятно, что надо тестить. Но это не наугад. Но наугад я тоже изменил, я не помню, вы его юзали, нет. Я тоже поменял, так. То есть он вначале предлагает, смотри, что сделать. Шлепнуть. Попали ли мы вообще на в Mesh Bounce Volume? Jesus Christ, that's Jason. На в Mesh Bounce Volume попали. 2. Два. На в Mesh Bounce Volume. А потом с него так достать. На в Mesh Bounce Volume. А ну давай, смотри. Давай, хорошо. Говорил. То есть он делает клик сюда. А, подожди, это спаун куб уже пошел. Не-не-не. Подожди. А кто его вызывает? О, нашли. Ты втираешь мне какую-то дичь. Я уже нашел. Так, Builder AS. Spawn Group. Нашель. Да, нашел. Main Pawn, вот он, left mouse click. Get hit result under cursor. Slide visibility. Подожди, а где он проверяет его? Get hit under cursor. Ну, здесь... Нет, подожди, так спаун дальше пошел. Ну, хит результ получаем, и мы передаем просто в спаун куб его. А в самом спаун кубе... Это дурак, что ли? В самом спаун кубе... А, вот же мы проверяем, да, это target master, да, типа, мол, hit result, get actor. Get owner, actor has tag, component get owner, от tower master. Это чтобы он на себя не кликал, правильно? Правильно. Вот у нас еще проверка есть тут. Я эту проверку сказал.
Потом он мне предлагает вот эту вот получить информацию о товарище, об этом товарище Овнер, Гетовнер. Что такое Гетовнер? В данном случае Гетовнер. Это именно персонаж, правильно? Или кто это Гетовнер? А, это мы записали Гету. Мы записали как раз таки себя, да, все правильно. Все, четко. Это мы его туда записали. Блин, конечно, хотелось бы проверку до сделать, но это надо будет сейчас тут немножко подмудрить. Чтобы было по красоте. Что проверку хотелось бы сделать до того, как мы будем вот это вот записывать, высчитывать. И до того, как мы запишем туда Гетовнера. Ну ладно, Гетовнер, это понятно, мы можем потом записать до проверки. Это вообще без вопросов. Вот эти расчеты, чтобы не производить, если мы мимо кликнули. Зачем нам расчеты сетки производить? Правильно? Правильно. Чтобы этого не было, надо сделать, значит, такую вещь. Вот это вот убираем. Вот это вот убираем. Вот это вот таким вот. Да, именно хи. Именно хи прописываем. Grid location. Location equal. Вот такая вот штучка. Тут символ поставился. Да, ты задолбал мне эти символы ставить. Почему в другом проекте нет этих приколов с перемещениями? А здесь он символы ставит. Ужас. Какие-то непонятные. Страшно ведь. Хитактор. Потом из него достаем. А подожди, а зачем нам кастить на него, если мы можем проверить сразу так? А ты знал, что объект при создании через NewObject можно привязывать к другому объект? При уничтожении хозяина, привязанный U-объект также будет уничтожен. Может, объект при создании через NewObject можно привязать к другому U-объекту. Что это значит? Это как? Уничтожение хозяина, привязанный U-объект тоже будет уничтожен. Но если нет указателей никаких, на него не осталось под U-property. Ну да, логично. Или нелогично. Будет уничтожен. Подождите, я думаю, если мы получили под кликом вот этот вот, нам все равно надо проверить, клик произошел на на вот этой сетке или не сетке. Hashtag от Tower Master. Короче, суть в чем? Что hit результат. А почему через компонент мы доставали его? Разве у hit результа нет? Get actor, вот это вот вся фигня. У меня, по-моему, актор есть. Актор. Ну да, get actor. Ну вот у тебя есть Object PTR на актора. Я у вспомнил. актора почему. есть компонент, который к нему привязан. Ты очищаешь поинтер, и оба делают вжух и исчезают. На актора. А у актора есть компонент, который к нему привязан. Ты очищаешь поинтер, и оба делают вжух. Ну да. Ну, логично. Ну, я же говорю, логично. То есть у тебя есть актор. В нем есть компоненты. И при удалении актора у тебя удаляются и компоненты. Все вроде бы логично. Нет, разве? Или тебе это мешает? Какая история? При создании через NewObject не обязательно привязывать к актору. Кто именно так работает? Ну, не обязательно привязываться, но у тебя же сборщик мусора в любом случае почистит эту всю фигню, если не осталось нигде указателя. А если у тебя не осталось нигде указателя, то зачем тебе в мире он? Чисто вот гипотетически. Это же утечка памяти. Так, вот тут. Здесь получает get actor, да.
актор. А ты можешь на него отдельный поинтер оставить, и компонента будет жить, Азаза. Отдельный поинтер оставить, и компонента будет жить. Ну, да, можешь, да. Но, кстати, не факт. Не факт, что будет жить. Подожди, не-не-не. Не-не-не. Потому что если ты через Destroy делаешь, там, по-моему, у него в Destroy он все компоненты автоматом удаляет. Пробегается по массиву, и компоненты все чистит. То есть он нифига тебе не удалит. Так, get actor. Сейчас, секунду, я что напишу тут. Это если через create default subobject создавал, а если через new object без привязки, то фиг там. Ну, если ты создаешь через new object, ты вообще его отправляешь, ну, вот именно, что ты его не привязываешь, ты его куда-то туда, где-то он где-то там за пределами мира, за пределами, ну, он, короче, просто он существует, и все. Память, естественно. И потом, когда у тебя нету указателя, то все, там приходит сборщик мусора и говорит привет. Смотрите, а нам зачем каст делать, в принципе-то? Потому что нам надо обязательно словить этого самого, как его. Нам надо словить, сейчас как скажу мощно, чтобы у него был вот этот так. То есть... Я тебе минуту назад говорил, что через new object можно явно привязать. Что значит явно привязать? Подожди, давай вернемся к этому. Как... Причем любой объект к любому. Ты имеешь в виду просто указатели поставить? Или что? Так вот. Как дела? Как прогресс? Привет. Дела хорошо, прогресс идет. Очень помаленьку прям. Но идет. А вот так my object, ptr new object, my object, owner object. А, чисто как овнера передать. Я понял. Так у тебя там... Короче, смысл в том, что ты, короче, ты негодуешь из-за того, что, мол, если ты удаляешь один объект, а в нем как бы был указатель единственный на другой объект, то типа то, что тебе его почистят, тебе это не нравится. А зачем тебе утечка памяти? Или это просто знания были? Так, get actor. Так вот, у нас есть же actor hashtag. Вот эта вот фишка, но мы должны вытащить из него get name или как там, get owner. Лучше самыми маленькими шажками, чем стоять на месте. Это да. А кто сказал, что я негодую? Да я вообще не понял, что ты. Я вот пытаюсь понять, это просто информация была полезная? Просто пояснял полезную инфу. А, все, вот. Теперь все стало на свои места. Ну, благодарствую. Потерялся. А, я нашелся. Не, подожди. Я потерялся второй раз. Подожди, инициализация. Сейчас, когда больно. Вот этот вот init player start. Где происходит? У плеера. Вот так ты можешь привязать самонов скелетов к некроманту. А, типа в этом плане. Ну, кстати, интересная история. Овнера передаю. Подожди, так суммоны у тебя все равно через спаун идут. Ты же не создаешь их как e-object. Get actor name
Орлабел. Вот эту вот фигню нам надо сделать. Из гитовнера достать вот эту вот фигню, сделать вот такую вот штучку. И знаете, что еще надо сделать? Надо сделать вот такую вот штучку. И если вот это вот актор has tag, то есть у него есть таг, то все хорошо. А если нет тага, то нас это не интересует. И таким образом, без каста мы сейчас понимаем, попали ли мы вот в этот меш, который мы создали. Поняли, да? Понимаем, что куда мы попали, в этот навмеш или не в этот навмеш. Ну, то есть вообще именно в своем навмеше оно существует или не в своем навмеше. Может быть, кстати, стоит вот этот вот сохранить, как вы думаете, вот этот актор лобил, нами орлобил. Условно на бигинплее каком-нибудь, fname. А давайте сохраним, мне нравится builder CS, builder AC, вот этот private. Здесь fname, name, owner name. Owner name. И вот так вот сделаем. Оп. Оп. Owner name equal. Equal вот этой вот частью. Так, опля. 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 И все. И не надо нам много-много раз его получать. Представляете? До чего дошел прогресс? Так можно было, да? Вы не знали? А я вам вот рассказываю тайны мироздания. Хорошо, мы это сделали, но нам теперь нужно еще понять, попали ли мы в сам нав, ну то есть вот эту зеленку. Вот эта вот фигня нас интересует. Вот эти две, вот это нас не интересует, а там нас интересует. RCS, и вот сюда вот эти системы, компоненты всякие. Значит, мы создаем первый указатель. Это Navigation. Navigation System V1. Navigation System V1. Так, шлеп. Это будет nav system. 0 pointer, естественно. Потом нам еще нужен fnav location. Что? Hit result location. Точка. На navmesh радиус поиска. Be on navmesh. Но вот это нам не надо, получается, вызывать. Не, нам надо вызывать location. F-вектор. F-вектор. А мы можем grid location, кстати, использовать. Просто тогда location его назовем. Так. Значит, вот этот вот товарищ. System equal navigation. Navigation System 1 v1 get current и здесь get world. Подожди, get world, может там контекст при него, его контекст this. Есть контакт. Потом, естественно, чекпоинтер хочу, очень сильно хочу чекпоинтер сюда на всус передать, на всус. Но в систем есть. После чего мы проверили, все у нас окей. Окей. Надеюсь, по крайней мере, что там окей. Если у нас окей, то нам нужно будет bool создать. Bool be is on
Mesh. Ну, давай вот такой вот красивый бол. False. Такой вот красивый бол хочу. Значит, бол. Был equal, как там, navsys project point to navigation. А navsus, из navsusa мы достаем project point to navigation. И он здесь хочет, дофига всего он хочет. Point первый. Это из hit результа мы достаем location. Location. Потом fnav location, out location, f-vector, радиус списка, out location. Out location. То есть fnav location нужно создать. Не получится так просто. Ну ладно. Nav location. Nav location. Equal пустоте. Да. Сюда его передали. И потом радиус поиска. Радиус поиска я не уверен, что я хочу радиус поиска. И что, никакие радиус поиска. Все точно должно быть четко. А, нет, подожди. Да-да-да. Не должно быть все четко. Мы должны все-таки дать f-вектор. Кое-какой ему этот... Короче, чтобы он немножко чуть-чуть отходил. Я думаю, где-то в 25.0 f. Вот так вот дадим, то есть, чтобы он всему дал. Double это если all components символ t. X, Y. Есть. Это дали. И вот теперь мы вот этот бол проверяем. То есть, если мы попали в эту точку, вот эти вот с этим 25, так сказать, то все окей. Если нет, то как бы до свидания. If b is on navmesh, если мы не на navmesh, то есть у вас вот такая вот шлеп, то как бы return. Return. Как бы, да, вот так вот. То как бы return. А вот так вот мы сможем сделать? Не сможем сделать. Ну, значит, берем эту же локацию. По идее, все. То есть он сейчас какова логика? Во-первых, он должен проверить, соотносится ли плеер, который кликает с своей зоной. То есть мы создали сейчас свои зоны. То есть мы не сможем построить на чужой территории. Первое, то, что мы сейчас сделали. Второе, мы сможем построить только в заданной сетке, то есть наверху. То есть мы не сможем внизу построить где-то, там сбоку и так далее. Это второй момент. И все. Здесь только по вот этой сетке сможем построить и только на своей территории. Ну давай. Давай только без приколов. Клик. Так, но он не кликает, тоже успех. Но он вообще ничего не кликает, тоже успех. Смотрим, что происходит. На какой стадии просто он его херит? Может, вот здесь херить его. До навмеша даже не добравшись. Оп. F10. А вот тут он его и херит. Только я не помню, я правильно нажал? Давай еще вот сюда. Оп. Main BP main pawn C. Name BP main PC main pawn C. Main pawn C. Он записал. Если не, то есть has actor hit result. Если нет, то этот самый. А кто в акторе вообще находится?
Trace get actor. А тут вообще да никакие. Наверное, через компоненты там как-то через овнера добирается. Блин. Player контроллер, да. И ничего не клацает. Return возвращается. Ну давайте удалим этот моментик. Это, ну как удалим, не удалим, а закомментируем. Закомментим его. Так. Смотрим. Оп. Так, ну там он не ставит. А тут он мразь ставит, конечно, да. Ну там зато не поставит, здорово. Но тут он ставит как бы на чужой территории. И вот проверку территории оно не прошло. Проверку именно на вмэше оно прошло. То есть он на боку не ставит их, он ставит их только тут. С одной стороны, если мы кубы отключим, оно будет выглядеть нормально. Если мы не будем видеть вот эти кубы именно. Надо сейчас кубы, да, отключить. Хотя, ладно, пусть пока будут. Где они тут? Tower Master, вот это тут не кубы отключим, а эти сферы пока не нужны. Tower Radius Component. Что? Ага. Ага. Hidden Game, пожалуйста, спасибо. Hidden Game сделали. То есть как бы все окей. Тавера мы поставили, все работает, все здорово. А тут 3 вообще при должной сноровке попадания. А, не получится тут 3 вообще никак. А, подожди, вот тут получилось как-то. Короче, порнография какая-то получается. А ну-ка. Оп-оп. И вообще 3 сандалили его. Видели? Не совсем это работает. Это не работает по той причине, что у нас здесь возвращается... Нам нужно, короче, как-то вот это вот превратить в локейшн. Вообще изи. Вот так вот сделать. И, скорее всего, вот это вот уже будет совсем другая история. Это не точно. Ой, как не точно. А, да, здесь та же самая фигня. Может, даже еще и хуже. Не очень, правда, понимаю, почему он здесь ловит его. Бац, стукнул. Это уже с сеткой надо играться, короче. С сеткой надо играться. Хорошо. Но цель свою оно выполняет. То есть он ставит на вмэше. Теперь надо разобраться, как сделать так, чтобы он... Чтобы он вот эту часть проходил. Знаете, что я сделаю? Я сделаю следующее. Я вот тут сейчас все это распишу. Понять вообще, что он там ловит, что он не ловит. Молодец.
Mesh Balance Volume. Volume equal. Pointer, volume. Past. Что я делаю? Mesh Balance Volume. Волюме. Давай просто проверим на волюме. Давайте это сделаем. Просто на волюме проверим. Я include добавлял. Я не знаю, кстати, он как. Нормально ему будет, нет? Сюда хочу. Погнали. Так, ignore. 0 pointer. То есть он нифига его не получил. Там вообще другой актор находится. Он его не получает. А знаете, почему он его не получает? Я же знаю, почему он его не получает. Потому что правильно? Мы стреляем по какому? По какой этой самой? Потому что у него no collision. Потому что у этого товарища no collision. А если у него будет collision, то он будет этот. А как тогда быть? Это интересно. Это очень интересно. Просто если мы дадим ему коллизию, дело в том, что он на него ткнет. Это локацию его получит. Хотя если мы передаем вот эту часть, hit result, через вот эту вот фигнюшку, (25) можно 50 поставить. То есть мы 50 передали, он получит на ней этот самый. Соответственно, когда мы дадим ему visibility, он должен будет нас, ну, если мы, правда, очень высоко ее поставим, будет беда. Там будет беда. Еще разберемся. Так, давай. Custom. Давай visibility overlap просто поставим. Что-нибудь закончится. Оп, и чё? И чё, оп? Раньше времени оп, или чё за оп? Ну, 0 pointer, оп. Хорошо, 0 pointer, здорово. Открою его. Давай поставим блок. Блок поставим, надо его, может, чуть ниже сделать. Не, вообще плевать, это не в этом дело. Ему плевать. То есть так это вообще не сработает.
Или World Static. Ну, World Static, да, он будет его брать. Не, это не сработает. Давай No Collision, Visibility. No Collision. No Collision, все правильно. Ну хорошо, сейчас последнюю вещь спрошу ГПТ. Будем закругляться. Так, Навсус. Секунду. Короче, можно ли как-то получить из вот этого вот э, может, баланс value. Ладно, пусть думает, потому что да, можно и без каста, через саму систему навигации. Так нафига ты мне через каст советуешь? Я взять объект, рекастом mesh, если у тебя стандартный mesh, а у рекастом mesh можно спросить список баланс волюмов. Ирена баланс волюрики. Ну, почти дендерак, почти у тебя получилось. Все никак не можете кота. Так, это все объемы, по которым построено в Mesh. Ага. То есть мы в любом случае TRA получим. А что толку от того, что мы TRA получим? Что нам даст? И что? Ну хорошо, мы получили, и что? А с чем-то его сравнить? Еще есть возможность, может быть, стоит как-то, типа, нарисовать сферку в этот момент, такую небольшую, которая отловит нам как раз таки вот этого товарища Баунса. Ну, вы поняли. И вот у него уже спросить. По особой коллизии пусть она получит, типа, мол, nav collision какую-нибудь создать. И по ней стрельнуть. Вот, рисовать эту сферку. И забрать nav system этот. Не nav system, а вот этот nav mesh bounce. И там сразу через таги его спросить, и все. А ты знал, что Тарай при копировании не сохраняет поинтер на оригинал, а просто копирует весь массив? Что TRA при копировании не сохраняет поинтер на оригинал. Ну да. Что значит это TRA? Ты о чем? Ты имеешь в виду, что если у тебя есть где-то TRA поинтеров, и ты его, допустим, вот сюда вот локально создаешь другой TRA и присваиваешь в него тот TRA, ну да, он создаст другой массив с теми же поинтерами. Ну, будет еще один массив, да, с поинтерами. Ты что, C-Sharp пересмотрел, что ли? Это самое, употребил C-Sharp в этот самый, в блюдо. Так.
Горло из-за вас болит. Заставляете разговаривать с стримером. Блин, ну я другого не вижу, но мне не нравится эта костыль. Ну, мне так кажется. Это костыльная какая-то история, то, что мы берем и... Это работает так, даже если у тебя тарай, в котором 150 структур, каждая весом по байту. Ну да. Потому что это копия. Перезаписывает его. Каждому элементу идет, создает каждый элемент, да, все верно. Знаешь, что такое тарай view? Не знаю. Но у меня догадки есть. Я не буду их озвучивать. Вот поэтому ты ссылками пользуешься, чтобы не копировать вот эти вот все array, которые большими могут быть. Копии не создавать. Создаешь ссылочку и туда ее. И все. Вот она и нужна чисто для того, чтобы сохранить поинтер на оригинал. Это что так? Это тип данных такое? То есть есть array этот самый, что ли? Array view. О, молодец. А функционал действует так же. Бля, смотри, есть, да, array view. Серьезно. А ты мне скажи, пожалуйста, подожди, что? Есть еще consta view. То же самое, но не позволяет менять оригинал. Ну, логично. Подожди. А чтобы сохранить поинтер на оригинал. То есть он поинтер именно сохраняет. А теперь у меня вопрос к тебе. А вот так вот сделать? А я, кстати, не знаю, указатель позволит. Array так вообще любят делать или не любят они так делать? Вот так вот сделать. Или эта религия не позволяет? Ну, и, допустим, там есть и array. Или вот это что-то за гранью добра и зла, вот это вот. Тебе вот так вот кто мешает сделать? Зачем тебе дополнительный этот? Тентракл. Кто мешает так делать? Не понял. В смысле не понял? В смысле не понял, в чем вопрос? Но мой вопрос в чем, зачем вот эти вот эти самые? А понял. Зачем это самое, если можно сделать вот такие вот вещи? Звездочка на телефоне еле видна. А, все, ну окей. Чтоб красивее было. Все красивее было. Понял. Не, ну, это, конечно, здорово, что красивее было, но это да. Ну, короче, никто тебе вот это не запрещает сделать, понимаешь? Но и на крайняк, если уж так пошло, то тебе никто не запрещает вот так вот сделать. У тебя вариант есть. Либо ссылку, либо указатель, если ты хочешь. Но еще я думаю, что Array View будет оптимизирование из-за сохранения некоторых других данных.
Что значит оптимизированный? Если у тебя по ссылке, ты сразу к этому, к объекту обращаешься. У тебя куда оптимизирование не будет, чем по ссылке, чем когда ты делаешь. Что ты буквально работаешь с этим самым, считай, с оригиналом. Куда еще оптимизирование-то? Ну и вот, хочешь, чтобы его не изменяли, конст ставишь. И всю жизнь прекрасна. И жизнь прекрасна. Уверен. Го проверку. Да уверен, в смысле проверку? Не, мы никаких проверок не будем делать. Ты меня сбил, я тут важными делами занимался. Смысл проверку? Ты думаешь, что там происходит под капотом? Что там будет? Ах да, твои поинтеры и ссылки не будут робить с блупринтами. Ну да, тут согласен. Тут целиком и полностью согласен. Тут принимается. Тут принимается. Но то, что быстрее, оно не будет быстрее, потому что там, ты понимаешь, там целый класс у тебя создан, там дополнительная логика на него навешана. А ты просто ссылку получаешь, напрямую указатели. Куда еще быстрее, чем то, что ты ссылкой обращаешься через ссылку. Но быстрее у тебя не может. Ты не можешь с помощью какого-то класса, который будет отдельно создаваться, отдельно обрабатываться, какие-то методы применять. Что-то это, чем просто ссылка. Но это тебе уже через ассемблер, типа, с нуля там надо что-то свое придумывать. Может, что-то свое, если придумаешь, туда уже, вот, может быть. Но а в плюсах у тебя, ну, быстрее уже никак, все. Это уже чисто, наверное, только с самого этого обращаться, если... Ну, а с блюпринтами, да, с блюпринтами ты ничего не сделаешь. Короче, я без понятия, как получить их. Ну, кроме вот отрисовать сферу, сделать его по коллизии, то есть добавить свою коллизию. Это свой кэт пересмотреть по коллизиям. Я помню, как их добавлять, я не помню, как смотреть какой он, это там же 1, 2, 3, 4 вот этот. И надо посмотреть, по какому стрелять вот этим шаром. Но это только такая вот идея есть. То есть мы буквально стреляем этим самым и смотрим, что получилось. Только есть вопрос. У нас-то их 2 сейчас. Что будет, если он между ними стрельнет? Вот их 2 получит. Или первый. А он-то должен и там заспавнить. Понятно, что там надо рисовать его. А не вот это вот. Но рисование что-то не задалось. Он не хочет рисовать нормально. Либо он просто не отображал нормально. Тоже вариант. В общем, надо будет играться именно с навигационной вот этой вот фигней. Ну подожди, я у него сейчас кое-что спрошу. Напоследок. У тебя навмеши на стенке. Враги будут идти сверху. Или тот для башен. Это для башен. Это навигационная сетка для башен, то есть чтобы мы на ней ставили башенки. Это я так подумал, что можно разметку вот эту, где башенки ставить и не ставить, с помощью вот этой сетки сделать. Как это nav mesh bounce, nav mesh bounds volume. Пусть разбирается, что я там накрякал. Я понял, который навигация. Уже скопирована река снова используется для построения пути. Если тебе нужна такая сетка, но не для навигации, для спавна разметки, готового аналога в Unreal Engine нет.
обычно делает так. Свой volume актора создает класс volume или даже actor ubox component. Например, spawn bounce volume. Внутри можно создать box компонент или несколько. Можно поместить актор тегом fname. В коде в рантайме ты можешь получить все такие volume через t-array, t-actor итератор spawn, ну это понятно. Потом проверить, попала ли точка внутрь через бокс из wrapping point location. Что? Использует обычный триггер volume. Бокс volume уже дает базовый volume акторы. Ты можешь просто исследовать volume. Да, вариант, если хочешь прямо как с наубаншей системой плюс данные, это делает твой свой менеджер. Не, что-то не хочу. Я сейчас, у меня нет настроения делать менеджеры свои. И у тебя будет аналог. Не, понятно. Таким образом у меня никакого аналога не будет. Короче. Секунду. Ну, в общем, идея только такая вот. Кликаем, спавнится шар, пересекаемся. Этот самый проблема с двумя. Она решается тем, что у нас когда одна она нарисовали. Нарисованная что-то не хочет работать. Давай еще раз пробуем. И на этом заканчиваем. Короче, удаляем вот эти вот части. Надо не забыть потом в этот добавить. Да, delete. Все это сохранить, естественно. Сохранилось хорошо. Выбираем топ. Вот здесь ничего нету. Выбираем Paint. Brush Editing Pen. Я не знаю, что это значит. Ну, глубина, понятно, но что именно это? Что именно глубина? Это типа высота его или что-то? Давай 128. Так, рисуем первый и клик. Как удалить теперь? Никак, да? Ну и пожалуйста. Сильно уж хотелось. Есть, вот он создал его. Хорошо. Теперь мы идем вниз. Select Type. А нас интересует nav mesh bounce volume. Поставили. Херак, он весь квадрат, сука, взял. Не, ну как бы это замечательно, это прекрасно. Мало того, что он квадрат сделал, он еще надо и под собой берет. Дело в том, что... Вот, мы взяли перспективе. Ну да, он над собой берет и под собой вообще везде берет, все берет. Все его. Блин, так красиво было бы, так шлеп-шлеп и все, и жизнь прекрасна. Но я не собираюсь вот это вот в каждом вырисовывать. Что, гоните, что ли? Вот эти вот блоки. Внизу заблокирую, сверху вот эти вот. Это что-то бред. Сделай навмеш для камеры соперника на случай, если он ИИ. Какой и никаких и только хардкор. Плеер versus плеер, никаких и.
А зачем камера вообще соперника, если он и зачем камера вообще существует? Зачем это самое? Просто спаун сразу, спаун. Зачем у камера? Симуляция жизни, что ли? Короче, я хз. Хз, что делать? Тут у меня вообще никаких идей нету. Вообще никаких идей. В смысле? В твоей игре можно будет против игроков. Сколько раз рассказывал, что вообще за проект будет. ГЭС используем репликации всякие вот эти Чтоб вот. было честно. А то, что игроку нужна камера, а ей нет. Что игроку нужна камера? И нет. Какая камера? Делаем, короче, серверами, разбираемся, как это все работает. Да, а что, можно с игроками играть? На 7-й день, да? Решил это самое поинтересоваться. Да, представляешь, player versus player будет. Представляешь, вот так вот, да. И вот так вот 1 на 1 заруба. Tower дефенсовская. Без понятия, короче, как сделать этот самый. Надо подумать, тут надо думать. Надо думать. Можно только с игроками. В моем мозгу утечка. Да, можно только с игроками. И мне вот что лучше расскажи, почему вот он так спавнит этот. О! Подожди. А что, его отпустила? А ну-ка, сохранимся. Это очень подозрительная история. Ну ладно. Ну, допустим, чисто теоретически, хорошо. Но это нас освобождает от вот этой фигни, что нам надо его... А что это арена, кстати, какая? Это арена 2. Ой, подожди, это арена 1? В смысле, already root? Я туда его засуну. Короче, муфту вот так вот надо делать, и все. Выпендриваться. Раз. И касательно этого. Вот это вот сюда надо указать пипеточкой ее. Подожди, а что тут есть? Тут есть. А, тут пусто. Delete. Не видно, ну, почти видно. Тут ничего такого. И пипеточка тут. Опля. Видели? Ну и все, и следующую нарисовать, и жизнь прекрасна. А зачем нам ее рисовать? Скажите, пожалуйста. Зачем нам ее рисовать? Кто знает? Delete. Зачем нам ее рисовать? Нам не надо ее рисовать. Опля. 180. Опля. И жизнь прекрасна. Надо ее в арена 2 поместить. Есть. Но теперь с этой сферой будет работать. Тут, который я говорил, что, мол, выбери ты... Понятно. Spawn point. Вот этот хочу. Удалить. Сюда пипеточкой его добавить. Опля. Есть контакт. Все сохранить. Вот с этой штукой уже будет работать, потому что не будет никаких пересечений. То есть он словит только этого актора одного с этой коллизией. И все. И как бы да, нет, все. И таким образом он поймет. То есть на своей территории он стоит или не на своей территории. Вот этим, короче, мы в следующий раз и займемся. Доделаем эту фигню. И потом спауны, потому что у меня уже горло начинает болеть. Оно уже давно начало болеть, но неважно. Короче. И сделаем спавн мобов, чтобы они шли. То есть точку спавна они идут до конечной точки спавна. Ну, вот как сделаем вот эту вот фигню. Сделаем это. Горло болит со мной ругаться. Да нет, я походу это заболеваю. Потому
думаю, что все симптомы, так сказать. Поэтому завтра, ну как, хотелось бы стрим. Есть и возможность, ну кроме того, что если я прям заболею. То если прям заболею, то завтра не будет стрима. Надо канал создать для Нендеракла. С этими, с оповещаниями всякими и прочим. А то как-то во флут, да, что-то не очень хорошо. Чисто во флут где-то там, что-то там сказал. Непонятно. Так вот, доделаем эту штуку, чтобы он спавнился. По поводу сетки это потом. Главное, что просто спавнился. 3-4 он тыкает, неважно. Все он делает. Хорошо, мобы идут. Потом дамаг по мобам. Все здорово. А потом уже то, чтобы у нас виджеты всякие были. Это, ну, карточки вот эти вот всякие там для игрока, которыми можно пользоваться. Ну, которые что-то делают, короче. Вот. Как-то так. Видишь, не получилось у тебя кота убить. Не тот кот. Макет карточки в студию. Макет карточки. О, ты макет карточки. Это ты... Макет карточки. Я без понятия, как она будет выглядеть. И вообще карточка ли это. Может, я камушки какие-нибудь сделаю. Там камушки будем выбирать. Листать камушки. И без понятия. Вообще без понятия, как она выглядит будет. Что-то в такой же стилистике, как кнопочка, только карточка. Хардстоун видел? Хардстоун видел когда-нибудь игру такую? Хардстоун. Вот. Стеклышки. Стеклышки, кстати, да. Как там у ёплов Apple, которые вот эти яблочники. У них же там жидкое стекло. И вот как жидкое стекло, понял? Сделать. Да не, КД Нендеракл. Подожди. Да еще чуть подождать. Ну давай сейчас подожду. Я подожду еще, не буду заканчивать. Давай подождем еще одного кота. Может, давайте получится. И все. Так вот, жидкое стекло, да, вот. Типа такого. Картонки такие. О, ну это все. Это оно. Это получилось. Это я поздравляю. Код А выбит. сколько КД? Я не помню, сколько КД там. Может, секунд 80. Да, кота выбили, все. Это хороший финал. Я победил. Да, победил. Ну, короче, в общем, не знаю, как замутненное такое жидкое стекло. Жидкое стекло это звучит. Типа такого, какие-то картонки со всякими там изображениями на них. Я не знаю, я нормально объяснил, нет? Ну, в общем, короче, если что, спишемся, и это самое. Посмотрим, как все это будет фигня выглядеть, как все это будет. Монетки еще нам будет добавить там. Что отображалось. Или сульфур будем в кафе. Ладно, затруднился. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И не только. И всем пока. Пока-пока.